Всем привет! Сегодняшний рецепт посвящается всем любителям азиатской кухни. Кто любит воки так же, как и я, советую приготовить это блюдо сразу и насладиться его изумительным вкусом. Тем более, что рецепт свинины с овощами под силу даже начинающей хозяйки. И приготовление вока мы начнем с обжарки мяса. Все рецепты таких блюд основаны на быстрой термической обработке продуктов, благодаря чему готовятся воки быстро и сохраняется максимум полезных веществ в ингредиентах. Свинину обжариваем ровно 1-2 минуты на сильном огне. Еще больше разнообразных рецептов азиатской кухни вы найдете на моем канале в плейлисте «Воки». Затем с помощью шумовки перекладываем мясо в тарелку. А в вок отправляем репчатый лук, нарезанный полукольцами, и обжариваем его на сильном огне 2-3 минуты. Все ингредиенты постоянно помешиваем, чтобы они не подгорали. Теперь к луку отправляем тонко нашинкованную морковь. Для такой нарезки я использовала терку для корейской моркови. Обжариваем морковь с луком еще 2-3 минуты. Затем кладем грибы-шампиньоны, нарезанные на тонкие слайсы. Перемешиваем. По необходимости вливаем немного растительного масла и жарим овощи с грибами 2 минуты. Далее кладем болгарский перец, нарезанный соломкой. Лучше класть его разного цвета, чтобы блюдо получилось ярким и красивым. Обжариваем овощи еще 3 минуты. Теперь перекладываем их в миску и начинаем готовить соус. Делать мы его будем в этой же вок-сковороде. Итак, начинаем его приготовление. Вливаем растительное масло, 70 мл соевого соуса, всыпаем 1 чайную ложку перца чили хлопьями, добавляем 1 столовую ложку рисового уксуса, пол чайной ложки молотого черного перца, 1 чайную ложку соли, 4 зубчика чеснока, пропущенного через пресс, а также всыпаем 1 чайную ложку молотого имбиря и 1 столовую ложку коричневого сахара. Все хорошо перемешиваем и в получившийся соус отправляем подготовленные овощи. Снова мешаем, чтобы соус равномерно распределился по овощам. Затем добавляем обжаренную свинину и перемешиваем. Блюдо получается сочным, ярким, красивым и очень-очень ароматным. Во все воки в конце я всыпаю измельченные перышки зеленого лука и жареные кунжутные семечки. Именно они и придают блюду утонченный и изысканный вкус. Все, наша свинина по-китайски с овощами готова. По желанию ее можно подать с отварным рисом. Пробуйте приготовить, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и поддержите меня лайком или комментарием. Мне будет очень и очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».